Привет всем, Арми. С тех пор, как Тэхён сказал, что хотел бы спать один, просто чтобы позлить Чингука, в начале второй части Run BTS 2.0, когда Джин и Чингук готовили еду для всех, Чингук ловкими движениями резал лук, а Хобби и Тэхён наблюдали за каждым его движением. Было ясно, что Тэхён не мог не быть рядом с Чингуком. И когда все сели есть, хотя Тэхёна и Чингука разделял только Намджун, это не помешало нам увидеть некоторые их взаимодействия. Когда Джин сказал Чингуку, что двустворчатые моллюски и гребешки – это очень разные вещи, а Чингук попытался возразить, что они используют не двустворчатые моллюски, Тэхён уже обратил на него внимание. То, как Тэхён смотрел на Чингука, защищая свое мнение, было поистине идеальным моментом, когда Чингук принес вторую кастрюлю и хотел продолжить свой спор с Джином. Он пожаловался, что забыл добавить чеснок в суп. Когда Джин отмахнулся, сказав, что это не проблема, Чингук выглядел искренне обиженным, потому что это было единственное, чего не хватало. Тэхён повернулся к нему и сладко запел. Это, казалось, добавило остроты ситуации в юмористическом ключе, как будто Тэхён уже знал, что Чингук будет затягивать вопрос с чесноком. Когда Чингук настоял на добавлении чеснока, Тэхён, казалось, нисколько не удивился. Наоборот, он выглядел расслабленным, как будто привык к поведению Чингука. Затем, когда Тэхён заговорил о BTS и использовал определенный тон голоса, Чингук тут же подражал ему, как часто делал. Тэхён, казалось, привык к поддразниваниям Чингука. А когда Хобби присоединился к поддразниваниям, Тэхён, похоже, наслаждался ситуацией. Когда возникла идея создать ран с Тэхёном в качестве ведущего, Чингук предложил каждому участнику внести свой вклад в обсуждение идей с другими. Когда настала его очередь, Тэхён тут же воспользовался случаем и предложил Чингуку пройти индивидуальный анализ цвета, так как тот часто носил черное. Хотя Чингук пытался оправдаться, он не воспринял это всерьез и, казалось, даже наслаждался тем, как Тэхён разоблачал его перед всеми. Их взаимодействие напоминало шутки влюбленной пары, даже Намджун, похоже, так и считал. Когда Тэхён сказал, что Чингук не может все сделать, взгляд Чингука в его сторону был очень нежным и полным чувств, как будто одного взгляда на Тэхёна было достаточно. Этот взгляд говорил громче слов. Затем, когда Тэхён предложил детское наказание, стояние на коленях с поднятыми руками, Чингук был очень воодушевлен. Даже когда Тэхён продолжал настаивать на этом, Чингук, казалось, не возражал и, наоборот, поддерживал это, хотя и пытался сократить продолжительность наказания. Реакция Чингука на пожелание Тэхёна показала, что он не хотел ему возражать. Когда Тэхён настоял на том, чтобы задержаться подольше, у них произошла небольшая, шутливая перепалка. Чингук не мог сдержать улыбку, глядя на раздражение Тэхёна, для него даже истерики Тэхёна были очаровательны. В ту ночь, после распределения комнат, Тэхён намеревался спать в комнате Чингука, хотя ранее говорил, что хочет спать один, это был просто способ подразнить Чингука. Когда Тэхён наконец вошел в комнату Чингука, Чингук ничуть не удивился, казалось, он знал, что так и будет. Даже казалось, что Тэхён уже бывал здесь раньше, потому что кровать была уже не заправлена. Чингук не стал задавать вопросов о его присутствии, все казалось очень естественным, как будто они привыкли делить пространство. Тот факт, что Тэхён переоделся там и сразу же вернулся в постель, еще яснее показал, что он с самого начала намеревался остаться с Чингуком, и когда свет выключали, одной кровати, скорее всего, было достаточно для них. Все это приносило удовлетворение, потому что многое из того, что раньше лишь предполагалось, оказалось правдой. Чингук, казалось, понимал Тэхёна лучше, чем кто-либо другой, даже не говоря ни слова. В конце концов, видя их вместе, счастливыми и довольными друг другом, все становилось ясно. Для них личное пространство не имело значения, и их счастье всегда было очевидно, когда они были вместе. А что касается таких мелочей, как шрам на губе Тэхёна, всегда находящийся на той же стороне, что и пирсинг у Чингука, это больше не казалось совпадением, потому что, если и было что-то наверняка, так это то, что с Тэкуком ничто не бывает случайным. И если присмотреться, то можно заметить повторяющуюся закономерность. Не что-то грандиозное и броское, а скорее мелкие детали, которые кажутся слишком постоянными, чтобы их игнорировать. То, как Ким Тэхён всегда находит повод сблизиться, и то, как Чон Чингук никогда по-настоящему его не отвергает, все это похоже на безмолвный язык, понятный только им двоим. В тот вечер, когда атмосфера успокаивается и камеры перестают так четко фиксировать каждый момент, возникает ощущение, что их взаимодействие стало более искренним.
Больше никакого громкого смеха ради развлечения, никакой игры на публику, остается только привычка. Привычка быть рядом. Привычка понимать друг друга без необходимости объяснений. И, возможно, именно в этом и заключается самое интересное. Потому что на протяжении всего этого эпизода Run BTS 2.0 мы видим не просто двух участников группы, которые часто взаимодействуют. Мы видим ритм. Мы видим комфорт. Мы видим нечто, что кажется стабильным. Как будто, что бы ни происходило вокруг них, динамика между ними остается неизменной. Даже такие мелочи, как споры о чесноке или идея детского наказания, вещи, которые другим могут показаться пустяками, именно здесь эта близость проявляется наиболее ярко. Ким Тэ-хён не стесняется быть спонтанным, даже немного избалованным. А Чон Чингук, вместо того, чтобы отстраняться, просто подстраивается под этот ритм. Как будто он уже все знает и решает оставаться в нем. Бывают также моменты, когда другие участники, такие как Ким Намджун или Чон Хасок, улыбаются или реагируют, как будто они осознают эту динамику, не говоря об этом напрямую. Это не подтверждение чего-либо, но достаточно, чтобы атмосфера казалась взаимно понятной. И вот мы снова в той комнате. Тишина. Свет выключен. Больше никаких громких разговоров. Больше никаких пристально направленных камер. Просто два человека, делящие одно пространство, никаких долгих объяснений, никаких причин для выражения. Такие моменты часто говорят громче всех взаимодействий в течение дня. Потому что именно в такие моменты все кажется наиболее естественным. Нет никаких усилий, чтобы казаться кем-то особенным. Никаких ролей. Просто повторяющаяся привычка – прийти, сесть, пошутить, а потом, наконец, остаться. И для многих армий это может быть не попытка что-то доказать или получить подтверждение. Это ощущение настоящей связи, будь то близкая дружба, идеально сработавшиеся коллеги или просто два человека, которым действительно комфортно друг с другом. Потому что в конечном итоге, что делает эти моменты особенными, это не теория или домыслы. Это постоянство. То, как Чон Чингук всегда мягко отвечает. То, как Ким Тэ-хён всегда возвращается. И то, как все это кажется таким легким. Как будто это не натянуто. И, возможно, именно поэтому каждая мелочь, взгляд, улыбка, даже легкий спор кажется такой значимой. Потому что все это складывается в одну картину, единение, которое не является искусственным. Поэтому, когда эпизод заканчивается и экран медленно темнеет, остаются не только воспоминания об играх или смехе. Речь идет о двух людях, которые, несмотря на всю суету и пристальное внимание окружающего мира, все же находят способ вернуться в одно и то же место рядом друг с другом. И, возможно, на данный момент этого более чем достаточно. To myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till